Легко увольнять. Это все равно, что спросить, если представить себя блюдом, то какого ингредиента в тебе не хватает? И один случай у меня есть в голове очень яркий, по-моему. Ну, все мы тогда носили такую шапочку, да. А шарики-фонарики делал? Чё это? А что они там делают? А как они там делают? Давайте к ним съездим, посмотрим. Павел, там все, беда. Это было очень интересно, Очень приятно. но мало. Всем привет! Сегодня у меня в гостях потрясающий человек. Огромная удача было встретиться с ним. Человек с большой буквы и в какой-то степени для меня кумир. Руководитель департамента фронт-офис Павел Березин. Паша, здравствуй. Здравствуй, Валера, очень приятно, что ты меня пригласил, и с большой буквы еще приятнее услышать о себе такие слова. Слушай, как я тебе уже сказал, огромная удача, и мне интересно с тобой поговорить и развернуть всю отельную тему, потому что хотелось бы углубляться и рассказывать людям о том, что же такое отельный бизнес помимо ресторанного, и очень интересен твой опыт и взгляд на это со стороны. Скажи мне, пожалуйста, что вообще в целом, что такое фронт-офис и чем люди там занимаются, что это за часть отеля? Ну, как мы слышим из перевода, это передовая часть, это то, с чего начинается опыт гостя. Ну, конечно, отдел бронирования скажет, с нас начинается, отдел продаж скажет, с нас начинается, и все мы начнем тянуть дело на себя. Но по факту отель – это один большой организм, который должен работать совместно. И бэк, и фронт, и сайт, и все что угодно. А фронт-офис непосредственно встречает и создает первое впечатление. Это то самое неповторимое, которое дальше идет вот красной нитью, наверное, сквозь все проживание гостя. Поэтому, ну, одно из самых важных, что делает фронт-офис, это первое впечатление. Если говорить про процедуры, которых очень много, конечно, то это банальный чекин-чекаут, к чему мы привыкли, платежная история. Ну и за этим тоже стоит еще много всего. Самое нелюбимое у фронт-офиса – это регистрация гостей, особенно в России. У нас там целые отделы создаются, чтобы регистрировать с миграционными картами, с паспортами и так далее и тому подобное. Очень много бумажной волокиты, которую я уже заметил, что здесь, в городе Дубай, очень даже сильно упростили, потому что у них было ровно такое же начинание. У нас, правда, еще хуже, мы регистрировали и вносили на почту специальные файлы иностранных гостей. Потом мы перешли на систему специальную, но все равно нужен был специальный человек, чтобы заполнять специальные поля. И дальше никуда не сдвинулось, к сожалению. А здесь они перешли уже непосредственно на специальные, очень много слов специальных, сканеры, которые автоматически считывают данные из паспорта и высылают в нужные authorities, так скажем, органы, чего у нас еще не добились, к сожалению. Понятно. Слушай, ну, насколько я понимаю, наверное, после отдела F&B, да, и сервиса, вы, наверное, даже не после, а хотя где-то, может быть, на уровне, ну, несложно мне стало определиться, кто из вас все-таки больше общается с гостями, на самом деле, при том, что вы постоянно выслушиваете пожелания, жалобы и все остальное, и все равно сводится к тому, что все люди идут на ресепшн. На ресепшн неправильно. Да, правильно. Здесь очень большая разница между русским опытом и международным опытом. У нас именно ресепшн, фронт-деск, стойка. Это вот прям такая администрация, куда нужно пойти пожаловаться. А здесь фронт-офис – это прям государство такое. Ну, это мощно звучит. То есть, если ты фронт-офис-менеджер, ты не фронт-офис-менеджер в России. Здесь ты прям как, не знаю, Director of Rooms, наверное, можно сказать, по сравнению с Россией. Поэтому, да, мы очень много общаемся и здесь, и там. Это основной отдел, куда все приходят, потому что в некоторых отелях это прям большие полномочия у фронт-офис-менеджера на нем лежат. Слушай, вот мне всегда был интересный вопрос. Насколько я знаю,
все пожелания гостей учитываются, с гостями ведется постоянное общение от момента того, как они начинают регистрироваться, захотят приехать в отель, да, то есть там, и уже по моменту приезда. Я как кондитер, собственно, да, общался и очень много работал, особенно у меня был отель, где мы прям в очень плотном контакте были с фронт-офисом, и зачастую ко мне приходили, вот у нас там была такая позиция инсайдер на фронт-офисе, они узнавали всю информацию о госте, какую-то специальную, дни рождения, пожелания, еще что-то там из разряда человек любит баскетбол, ему вешали на мусорную корзину для этого, знаешь, когда комкает и в корзинку это забрасывает. То есть даже вот такие вот мелочи. Как вы это все узнаете? Я так понимаю, инсайдер — это, наверное, из какого-то однобуквенного отеля, да? Да. Наверное, это guest relations менеджер и отдел guest relations, который занимается расследованием. По большей части, что мы делаем? Мы гуглим гостей. Если это первый раз гость, который приезжает, first time guest, ты его гуглишь, узнаешь его preferences, если это более-менее важный человек. Ты можешь даже позвонить секретарю, узнать, есть ли какой-то а-ля райдер, как у известности. Да? Потому что есть предпочтения какие-то, например, там аллергии, еще что-то. Это свойственно для люксовых отелей, по большей части. Да? Это что дает? Это дает понимание гостя, что его здесь ждут, что он как дома, вдали от дома, по сути, что очень часто мы слышим во всех отелях, но не все вкладывают в это действительно нужное понимание. То есть, когда ты приезжаешь и тебя называют по имени, а ты не знаешь этих людей, это уже круто. То есть тебя загуглили, посмотрели, все выучили твое лицо, увидели тебя, узнали еще, назвали по имени, а имя человек слышит с самого рождения чаще всего, поэтому это уже его греет. А если он зайдет в комнату и увидит, что там лежат его любимые десерты, как шоколадная сигара, например, он очень часто курит, или еще что-нибудь в этом роде, он кайфанет, он почувствует, что да, есть та самая искра, и нужно, не нужно, а он просто сам вернется сюда. То есть затронули его за душу. Вот чем занимать, как мы это делаем? Иногда тяжело, иногда легко. Как можно запомнить такое количество лиц? Я всегда, каждый раз, когда прохожу мимо фронт-офиса или заходил к своим друзьям или еще что-то, или какую-то информацию обсудить, я смотрю, постоянно висят эти фотографии, просто их разыскивала. И думаю, господи, как можно это все запомнить? Как-то получается, не знаю, мнемонические. Здесь вот нос у него такой смешной, да, а у него фамилия Крюгер, ты думаешь, какой-нибудь крутой нос, еще что-нибудь в этом роде. На самом деле, у кого как, но мнемоника, она самая лучшая. То есть ты представляешь кого-то, не знаю, мистер Элефант, слона, там еще что-нибудь и так далее. В принципе, если дано, не дано, тяжело, конечно. Сколько лет вообще ты этим занимаешься уже? Я этим занимаюсь с 2005 года. Если вспоминать то время, когда я в Каринте таскал чемоданы, и учитывать это за гостиничный опыт, это самое начало, где я влюбился в отель. Я помню, вспоминаю тебя, я тебя оттуда и запомнил. Ты же еще шапочку такую носил, по-моему. Все мы тогда носили шапочку, да. Это была причуда господина Хельда, который сейчас славно в Астории работает. И тогда я влюбился в отель. 2015 год, образование у меня не отельное, но техническое. Серьезно? Серьезно, да. В плане отеля я самоучка. Это круто. И мое техническое образование помогло мне быть просто очень четким, детальным. Так я должен быть инженером по строить ГЭС, что-то в этом роде. И на втором курсе я пошел в отель и просто fall in love, как говорится. Это была такая, знаешь, вот прям связь с первого раза. Порог переступил и понял, кайфово. И оттуда, по сути, все друзья, все знакомства, все связи, мы все как-то вместе развивались дальше. И я горд за эту команду, которая была тогда, и с теплом в душе вспоминаю всех моих друзей, которые, может быть, вдруг сейчас смотрят. Всем привет. Есть различия, вот если я сказал о том, что с теплом вспоминаешь команду, есть различия школ в том плане, что вот это старая школа, это новая школа. Вот ты замечаешь, когда работаешь с людьми, в принципе?
Мгм. Ну, в целом, да. Если ты имеешь в виду школа — это прям образование, а, Ну нет, извини, что перебил, не совсем. Школа именно... вот ол у меня, допустим, как в кулинарном есть в формате специалисты старой школы и специалисты новой школы. Именно в том, в каком климате они выращены и строили свою карьеру. В подходе их работе, четкости, к организованности, какие-то приемы. да, есть, конечно, есть, конечно. Если старая школа — это хорошая основа. Наверное, везде так. Ну, есть какие-то догмы, которые нерушимы. И я как сейчас помню прекрасную Татьяну Биркову, Guest Relations Manager, одну из первых в Питере, которая создала эту службу. Как она говорила, если ты, ну, прям как актриса, если ты куришь, ты должна делать это красиво. Если ты стоишь, ты должна делать это красиво, девушка. Тем более. Я и Молодой человек помню. тоже. Да, осанка, все дела. Ну, то есть это нерушимо. Почему мы должны сейчас вести себя по-другому? Если это только не какой-нибудь супермодный там современный отель, ну, как здесь Ми Дубай, например, такой весь крутой, интересный, современный, contemporary. Поэтому да, различия есть, и здорово, если кто-то поучился в крутых заведениях, типа там Галеон или еще чего-нибудь в этом роде. Я как сейчас вспоминаю, когда они приходили на стажировки, они такие зеленые-зеленые, но с таким багажом знаний. И это очень круто, когда ты без образования начинал их учить, работать по-настоящему. Ну, в целом, как и везде. Ты приходишь на место, и тебя переучивают. Но здесь ты не переучиваешь, а ты просто начинаешь учить практике, практической работе. Ну вот и ты считаешь, как вообще образование, насколько сильно важно в гостиничном деле? Ну, судя по себе, я скажу по-другому. Ведь очень много примеров, когда наверное, даже большая часть таких людей, которые работают не по своему образованию, не на то, что учились. Так и здесь самое главное — это страсть. Поэтому и да, нужно, и да, не нужно. Я больше возьму, если это линейная позиция, это начальная стадия работы, я лучше возьму человека, у которого есть огонь в глазах, искра, страсть, потому что это важнее. Он хочет чего-то, у него есть цель, а не просто: так, ребят, я выучился на менеджера по работе с общественностью, там еще с кого-нибудь. Я хочу работать этим менеджером, дайте мне там 100 тысяч рублей и буду им работать. Товарищ, у тебя нет наработанного опыта. Условно, простите меня все ребята, которые выучились в хороших заведениях, я вас очень люблю. Но тем не менее, вы должны понимать, что опыт это важно, его надо нарабатывать. И обожаю тех ребят, которые учатся и работают. Почему? Потому что они уже хотят чего-то больше, нежели есть по плану. Что такое план? Ну, то, что ты придумал. Почему я не могу и работать, и учиться? Ну, где-то по закону нельзя, это как в Дубае, например. Вот, но в России можно, почему нет? А как у тебя отношение к должностной статусности в том плане, что все, вот знаешь, из разряда, как у нас в профессии, вот я выучился на менеджера там ресторанного дела, там я вот хочу пойти работать менеджером, а по факту ведет и работает официантом. И у тебя вот так вот же приходят какие-нибудь, вот как правильно ты сказал, менеджеры по связям с общественностью. И ты когда знакомишься с кем-то, представляешься, есть ли у тебя разница, кем себя назвать? Как озвучить свою должность или профессию? Да, по большей части я себя никак не называю. Если я встречаю гостей, ну, значит, я должен встречать гостей. В принципе, есть очень хороший фильм «Однажды в Америке». По-моему, там это была ситуация, где за столом сидело 3 человека, и один позвал парня снаружи и говорит: ну, смотри, к кому он сейчас будет обращаться. И так он определил лидера. Ну, то есть пришел человек и обратился к одному из них, ну, к тому, к кому он посчитал нужным, в ком он почувствовал вот это вот, не знаю, альфа, силу, лидершип, все что угодно. Порой не нужно представляться, это чувствуют. Ну, это животный мир, мы все равно живем тем самым
отростком мозга рептильным, который с нами уже миллионы лет, а не неокортексом совсем. Поэтому, если я решаю проблему, да, и пришел, там, жалоба была какая-то, конечно, я представлюсь для большей важности. То есть я там фронт-офис менеджер, я генеральный директор, пришел лично каким-то образом решить вашу проблему. Вот. Это зависит от ситуации, ситуативно. Поэтому должность ничто, жажда все. Вы, как фронт-офис, общаетесь с огромным количеством людей. У вас огромный. Иногда, когда вы заселяете семьи или единичных гостей какие-то, да, случаи, а бывает тогда, когда вы с группами прям целыми общаетесь, селите, заселяете, правильнее, да? И происходит ли вообще вот это вот перенасыщение общения с людьми? Нет. Ну вот лично у меня нет. Касательно человека, который влюблен в свою работу, мне кажется, трудно перенасытиться своей работой. У меня не было такого. Вот те, у кого есть перенасыщение, да, они там, возможно, выгорают, они нервничают, они плачут. Но они должны понимать, все мы должны понимать, что все на свете очень просто. Мы сами все усложняем. Ищем чему-то оправдание, либо объяснение, либо еще что-нибудь. Но есть работа, если она тебе нравится, работай и получай удовольствие. Если она тебе не нравится, спроси себя, а чего тебе нравится делать? Поменяй работу, поменяй отдел, поменяй деятельность, еще что-то. Попробуй себя в другом. У меня тоже был такой период, когда я был на пике, и вдруг ничего не стало. И я начал пробовать, а что мне нравится. Довольно-таки большой период. И я понял, что я все равно хочу делать то же самое. И вот я здесь. Хорошо. Интересно раскрыть с тобой тему конфликтов общения, потому что у меня был опыт, я работал в отеле, и у меня был опыт кросс-тренинга в другие департаменты. И я тогда прошел все, и инженерный, и хаускипинг, и фронт-офис, и ну, с сейлзом мы и так много очень сильно общались. В бухгалтерию углублялся, финансовый директор мне показывал там все свои графики, как это все ведется. Но, конечно же, фронт-офис больше всего мне запомнился, потому что, когда мы пришли, а мы тогда с моим сушефом проходили одновременно, и попали в полный замес. То есть была конфликтная ситуация с гостем по поводу его номера. Там, сейчас уже не вспомню точно. И в принципе, сколько я работаю, и люди, которые общаются с гостями, мне интересно вообще, как это все переживается, потому что когда ты стоишь, как бы ты пытаешься показать все свое гостеприимство, всю свою отдачу, а на тебя орут, на тебя жалуются. То есть понятно, что есть психологические приемы, то есть хотя вот даже тоже интересно, обучают ли вас этому, или вы сами этому учитесь. Но первый вопрос в том, как вы это все переживаете. Ну, классный вопрос. Чисто психологически, я даже не помню, когда настал тот момент, когда я научился фильтровать весь гнев, который на тебя направляет гость, если он жалуется прям сердечно так и со всего своего веса проблемы. Был ли это Four Seasons или раньше или позже? Возможно. Что нужно делать? Учат чему? Учат технически справляться с проблемой. Есть там несколько шагов. Нужно дать человеку выговориться, потому что если ты будешь его прерывать, то он может еще больше разойтись. Нужно предложить несколько вариантов решения этой проблемы и обязательно проследить, что было сделано. Обязательно. Здесь мы еще должны вернуться назад и вспомнить, что есть два типа проблем. Реальная проблема, когда гость реально жалуется из-за чего-то, а есть какая-нибудь фиктивная проблема, которую гость сам создал, типа I'm a Gary Baker, I'm a troublemaker, show me your room, и ты начинаешь, так, хорошо. И нужно уделять время тому, чтобы поработать с псевдопроблемой, и ты понимаешь, что реально человек хочет. Скидку, апгрейд, ты ему даешь немного и смотришь, как он реагирует. Ну вот, есть вот два типа. Если вот это второй тип, который реально проблемный, то здесь, конечно же, нужно на полном серьезе проникнуть к человеку и дать ему ощущение спокойствия. Наверное, поэтому все говорят, ты такой спокойный, что ты там пьешь?
Я ничего не пью, я просто понимаю, что, ну, я сейчас решу, ну, реально любую проблему. Потому что приходит к тебе ресепшонист: Павел, там все, беда. Ходишь, говоришь: добрый день, чем я могу вам помочь? Чем ты мне поможешь? И ты начинаешь слушать, посадишь его, потому что в ногах правды нет. Он уже успокаивается, кровь отходит вниз от головы, выскажется, ты ему там уже кофейку предложишь, чайку нальешь, и начинаешь решать его проблему. Не называя ее проблемой, я говорю: мы сейчас вас, все будет у вас хорошо. Ну, как-то, знаешь, окутываешь, но это уже не объяснить, наверное, словами, это Но профессионально. ты этому учился, тебя учили, или ты сам это на опыте все понимал и доходил? Или самообразованием? И учили, и самообразование, и на опыте, все вместе, это синергия. Потому что учили техники, это как в спорте, тебя учат технически бегать, А например, тебя этим учили в отелях или где? в отелях. Да? Именно прямо отельные, как они называются, learning department. Угу. Это самое крутое, когда он есть, Угу. потому что они заточены на это. И я помню еще прекрасную Марию Притинскую, чудесная карентийская команда. Оттуда это все еще пошло. Там я уже начал знакомиться с моей первой книжкой там, Стивена Коуи «7 навыков высокоэффективных людей». Всем советую, кстати. Полезно почитать просто для саморазвития. И дальше ты что-то как снежный ком накатываешь знания, различные ситуации, естественно, практические ситуации в отелях. И понимаешь, все можно решить, даже если потоп в президентском номере. Все можно решить. Ну, это случилось. Чего беспокоиться? Ты как в школе сидишь, учитель плавно ведет палец в журнале, и ты сидишь, волнуешься. Ну, вызвали тебя, ну, не знаешь, что, ну, что, умрешь? Нет. Все просто. Ну, ты как руководитель помогаешь своим ребятам справляться с этими вещами? Потом, грубо говоря, ситуация решена, все, человек пребывает в стрессе. Конечно, помогаю, но как иначе? Если ты руководитель, ты не просто должен сидеть и руководить. Прекрасно, кстати, по-русски руководить, да, руками водишь, показываешь, а по-английски менеджер. Ты типа менеджер ситуацию. Очень большая разница, как в слове страховка и insurance, например, разные совершенно понятия. Поэтому, может быть, на Западе лучше руководители, чем... Не буду так говорить. Здесь я, да, готов был поспорить. Ну, короче говоря, суть в том, что ты должен быть, прежде всего, лидером. Лидером, показывать своим примером, как решать проблемы, успокаивать ребят, быть плечом к плечу. Ну, вот как ты вчера рассказывал про историю с датами в холодильнике. А вообще в начале карьеры ты представлял о том, как это будет все? Нет. Если назвать начало карьеры, когда я там таскал чемоданы, то нет, конечно, я не представлял. Представлять я начал, наверное, когда я закончил институт и подумал, что надо развиваться в этом. И пошла моя менеджерская карьера уже. Это уже год, наверное, 2005 плюс 4, 2009, 2010. Планы только тогда появились. Ты когда как руководитель подбираешь себе команду для нового проекта или впоследствии к тебе приходят люди, если то есть не то, что если, а идет ли уклон в какую-либо дискриминацию по образованию, по внешнему признаку, по полу вообще, либо как ты часто сталкивался с этим в своей работе? Ну, если я непосредственно набираю персонал, то, как я уже сказал, я прежде всего выбираю человека. Мне важна его сущность, чем он живет. То есть я вопросы по работе задаю только когда я хочу, и то не по работе, проверить его внимательность, точность, там, хоть таблицу умножения спросишь. Главное, чтобы человек был с той страстью внутри себя. Это для меня важно. Дискриминация по половому признаку, там я наберу девочек или мальчиков, нет. У меня и мальчики, и девочки всегда были. Просто откликаются на ресепшионисток по большей части девочки. Есть у нас, наверное, такая история.
Стереотип в мозгах людей. Стереотип в мозгах людей, да. Ну, вот они откликаются. Но если мальчики приходят, ну, здорово, я только рад, потому что, ну, это классно, когда есть поддержка, потому что, ну, гости бывают действительно агрессивные, там, в русском резорте. В ночную смену так тоже классно, когда мальчики работают. Девочкам не так полезно, как мальчикам ночью работать. Всем не полезно, но мальчики лучше это выносят, так или иначе, физически. Поэтому нет, я не подразделяю, у меня нет такой задачи. У меня здесь недавно было собеседование такое откровенное, и товарищ мне явно понимал, что меня уже не будет брать, и честно рассказал. Мне сказали взять девочку, а я хочу парня. Ну ты понимаешь меня, парень же, он думает четко, а эти все эмоциональные. Я сижу на него, смотрю, да, наверное, несмотря на то, что мне очень хочется здесь работать, я здесь работать не буду. А вообще, какая команда, на твой взгляд, работает эффективно с точки зрения того, наполненности ее, мальчики или девочки, или смесь, или какое процентное соотношение? Или это все зависит от того, какие гости? Это все равно, что спросить, если представить себя блюдом, то какого ингредиента в тебе не хватает? Сложно ответить, потому что, мне кажется, здесь по задачам. Если говорить о ресепшн, о фронт-офисе, нет такой задачи, хотя есть одна штука, секрет. Секрет очень простой. Мальчики лучше работают с женским полом, девочки лучше работают с мужским полом. Поэтому, если будет 50 на 50, в каждой смене хотя бы один того рода, другой другого, это будет хорошо, потому что это действительно играет свою роль. И у нас даже в Каринте в той же самой были подразделения, там кто с кем работает, ну, потому что это природа. А с точки зрения руководителя ты какой стиль выбираешь? Только кнут. Да, я шучу, конечно. С точки зрения руководителя я выбираю... Вы знаете, наверное, когда у тебя есть дети, гораздо проще ответить на этот вопрос. Потому что представь 3-летнего ребенка, с которым надо договориться. Если ты это прошел, то, в принципе, наверное, оттуда и спокойствие тоже, что ты уже на все способен. Я договариваюсь. Я не... Ну, если я вижу, что человек остолоп, ну, раз сказал, два сказал, сделал ассессмент, человек понимает, за что мы с ним прощаемся. И у нас нету войны. Если человек хороший, я не буду дожидаться, пока он попросит, я буду его растить, буду предлагать ему должности выше. И все, кто со мной работал, наверное, подтвердят это. И те, кто уволен был, уволился, сам ушел, понял, что он вообще это не его. Потому что я вывожу людей на ту дорогу, которая их. Если это отельная, они поймут. То есть мой стиль общения, мой стиль руководства, он очень простой. Щупать, вот как у гостей тоже, щупать ту струну, на которой, ну, не играть, да, это грубо сказано, а на которой сам играет человек, чего он хочет по жизни. Его сильная сторона. Один очень тяжело запоминает, плохо считает. Ну хорошо, с кассой он будет работать меньше, значит, будет там, не знаю, guest relations, может быть, пойдет, потому что идеально общается с гостями. Ты должен чувствовать как руководитель, ты как дирижер. Все очень просто. Легко увольнять? Да нет, нелегко, но если ты к этому подводишь, то просто ты не увольняешь, ты прощаешься и желаешь всего хорошего. А когда первый раз уволил человека? Да как сейчас помню, в Каринте была девочка такая замечательная, которая больше обращала внимание на все, что не касается работы. Вот, например, ночная смена, мы вдвоем, я ее учу. А она же что делает? Клавиатура была стертая вся. Она делала на стикерах буковки и доклеивала на кнопочки. Ну, просто я тогда еще не умел себя держать в руках, но я сказал очень громко: слушай, ты завтра здесь не работаешь, я лучше один здесь буду работать. Ну, так и получилось.
Потому что это было начало, и это было самое такое эмоциональное. Потом, естественно, я понял, что, наверное, так не стоило. Ну, можно было человека подвести, но я пытался. Это была не первая же смена, это была какая-то там третья, но каждую смену было что-то вот из такого разряда. Я понимаю, там ей хотелось какого-то удобства, это ее личная позиция, но у нас другая цель. Работать четко, быстро на это аудит, это другая немножко стезя, это не просто фронт-офис, а это еще такой с финансовой составляющей. Нужно проверить работу всех отделов, чтобы все было четко сделано, чтобы ночной аудит прошел без ошибок. Вот. Менеджеры получили правильные отчеты, которых нужно опять же заполнить кучу. А тут вот клеились стикеры. Слушай, ну стикер такая странный пример для меня лично. Ведь в моей работе тоже нужно, чтобы все удобно было, инвентарь и все остальное, но мы руками больше работаем. Вы-то работаете больше головой. Клавиатуру поменять нужно было просто, и все. Тогда да, выбор очевиден абсолютно. Расскажи мне, пожалуйста, про вообще, в принципе, это стоячая работа. Вы постоянно на ногах. Ну, то есть у вас там, да, есть подразделение, кто сидит перед компьютером, но зачастую, то есть у вас даже компьютеры, вы стоите на ногах перед компьютером. Какая была самая максимальная смена твоя на ногах? Ху-ху. Я даже не припомню. Ну, много. Когда ты приходишь там... Ну, это скорее периоды делегаций всяких там экономических форумов, когда ты приходишь к 6 или даже к 4 я однажды пришел, ну и ушел что-то где-то тоже в полночь. Сколько это? Не знаю, с математикой. Много. 6, 12... 12, 14, 15 часов. Дофига. Дофига. Ну, это нормально. И как у тебя отношение к такому, к ненормированному графику? Ну, если ты понимаешь, что тебе нужно это в данный момент сделать, и это вся команда делает, мы должны добиться определенных результатов, не упасть лицом, сделать этот форум, пройти его, да, наша команда, она небольшая, но вот ради такого случая ты не будешь нанимать, то есть количеством ты не возьмешь, поэтому, ну, это временно. А если тебе нужно каждый изо дня в день перерабатывать столько, это неправильно уже, это говорит о том, что что-то здесь неверно. Поэтому я к переработкам отношусь совершенно нормально, если это... Это производственная необходимость. Производственная необходимость, конечно. А если это повторяется, надо уже задуматься о менеджменте. С точки зрения мотивации вас, сотрудников фронт-офиса, у нас у кухни, то, с чем я сталкиваюсь, к сожалению, зачастую все равно правит материальная мотивация. Как ты мотивируешь сотрудников? Ну, понятно, материальная мотивация, она важна, так или иначе. Это чай, это зарплата, чай порой даже больше. Это инсентив там, за апселл, когда ты продаешь комнату выше категории. Там, допустим, был у меня такой случай даже со стандарта до президентского люкса, и там очень хороший процент тебе выплачивают. Ну и обязательно словом. Ребят надо всегда упоминать на летучках, всегда благодарить за то, что они делают на собраниях, ходить с ними выпить в конце концов. Но чтобы они чувствовали, что ты... Потому что это большая семья, ты проводишь времени больше на работе, чем дома. И ты должен с ребятами тоже и отдыхать в том числе. А шарики-фонарики делал? Что это? Ну, я, допустим, помню, когда у меня была команда, бывал момент, что либо какой-то специальный праздник, а бывал, что я просто так. Ну, на Новый год всегда был от меня подарок, я договаривался с отелем, но первые разы, конечно же, бюджета не было, потом начали формировать бюджет под это. Я им там дарил игру «Башню» такая, знаешь, где надо вытаскивать эти брендированную. Подарил свитшот, я помню, однажды. Здесь была «Пестри Мафия», так написано, там прям свою идею мы выработали, а сзади типа название отеля, все тому подобное. Или как HR любит устраивать, встречать персонал с чаем, кофе там на входе на служебном на работу. Есть какие-то такие вещи. Ну, допустим, мне очень нравится, у нас в компании были постоянно recognition months, то есть это каждый месяц для какого-то департамента, и в течение месяца от каждого департамента отеля они еще что-то делают, там какие-то
фишечки, прикольчики, не знаю, там инженерный департамент фронт-офису сделали классные деревья деревянные, там вырезаны с пилами, обожженные, там и какие-то, я не помню, что-то вешали на них тоже каждому там на фронт-офисе, на рабочие места. Ты как руководитель, был у тебя такой опыт? Да, конечно, И, да. и ты считаешь, нужно такое делать? Да, да, обязательно нужно, опять же, и лучших тоже определять. Поэтому я, например, в Охта-парке менялся сертификатами с отелями. Там лучшие сотрудники получали сертификат проживания здесь и наоборот. Это очень важно. Recognition — очень хорошее слово на английском, по-русски я так и не нашел. Нужно замечать своих сотрудников, нужно говорить им хорошие слова, нужно им делать подарки на дни рождения обязательно, на праздники. И небольшой компетишн тоже устраивать, бесспорно. Твой взгляд о том, как часто стоит менять место работы? Мой взгляд, не стоит вообще менять или не часто. Ну, потому что все мои работы, в которые я был влюблен, они были от 3,5 лет. 3,5, 4,5, 6. Больше у меня работ длинных не было, поэтому я что-то пробовал, искал себя, нашел. Я думаю, что сейчас я опять буду долго работать. Потому что зачем, если тебе работа нравится, тебе отпуск не нужен, по сути. Ну, он нужен только, чтобы физически отдохнуть, там чуть-чуть проветрить голову. А так, ну, ты кайфуешь от своего дела, ты творец. Так тебе вообще, там, ты творишь свои десерты. А где та грань, когда начинается нездоровый фанатизм? Хороший вопрос, я не задумывался об этом. Наверное, когда ты уже не в ладах с собой самим, с семьей и с сотрудниками. То есть это, наверное, как-то психологически уже отражается на человеке, он начинает быть безумцем, и и все вокруг понимают, что что-то здесь не так, Паш, пора в клинику. Слушай, вот вопрос интересный у меня еще есть, так как моя сфера уже начала страдать от этого всего, вопрос автоматизации процессов. Понятное дело, что пока меня это коснулось в плане каких-то больших предприятий, но сейчас уже переходит из разряда, когда там есть робот-бармен, ты ему там называешь какие-то предпочтения, он тебе тут же смешивает напиток. Есть таких уже много и роботов, и машин, и некоторые отели даже это устанавливают. Как ты думаешь, вопрос автоматизации труда, регистрации гостей, как быстро это придет ли это вообще? Классный вопрос, я тоже об этом много думал. Ну, я понял, что пока есть человек захочет общаться с человеком, особенно в люксовом сегменте. Ну, то есть представь, ты придешь, и там check-in машин. Ну, ты отсканил паспорт, засунул деньги или приложил карточку, получил ключ. А где тот кайф, та синергия, которую ты получаешь от того, что тебя встречает красивый молодой человек, красивая девушка, улыбается, называет тебя по имени, знает тебя. Но кайфа нет, когда этого нет. Правильно? Поэтому в люксовом сегменте это точно не будет вот так прям. Это будет, скорее всего, ну, вот как автоматический чек-ин, выбери свою комнату, оплати заранее и так далее. Это уже есть, это уже придумано, есть всякие и консьерж, и батлер, и ресепшн и так далее. Все это приходит, упрощая труд, ресепшн. Но ресепшн, он не исчезнет, я думаю, что. Трешки, да, они сделают такие станции по чекину, и ты просто будешь наслаждаться местом. Но место создает человек, прежде всего. Мы любим, как повара, как кондитера, как многие официанты, ходить по другим заведениям, смотреть, кто что делает. Какой-то опыт перенимать, какие-то идеи смотреть, кто что, ну, как следить за трендами, грубо говоря. Есть ли в твоей профессии такое? Или путешествуешь ли для того, чтобы подмечать тренды в других отелях? Интересно. Ну, по большей части всякие визиты такие наносят селзы, которым нужно
competition создать, там, competitor report сделать, понять, почем продают, какие услуги делают. И у меня, конечно же, есть профессиональная деформация, я тоже все подмечаю, когда путешествую. И как обычно, это здесь не так, это здесь не то, потом ты говоришь, ну, Паша, отключись, отдохни. Поэтому не люблю я путешествовать по каким-то отелям, я всегда ищу Airbnb. Серьезно? Да, да. Я просто вот, я наоборот, я вот когда даже внутри сети отелей путешествовал, пока работал, и вот когда чекинился в Берлине, в пятизвездном отеле, и разница была колоссальная между нашим фронт-офисом и их, потому что, ну, наши гораздо гостеприимнее. То есть, хотя, казалось бы, Европа, столица, то есть отель 5 звезд, но это все было настолько бездушно. То есть, но есть же, я не знаю, сталкивался ты с этим, в той сети, в которой я работал, там были постоянно конкурсы между региональными отелями и все тому подобное. Кто первое, третье, второе место занял, а что они там делают, а как они там делают, давайте к ним съездим, посмотрим. Я всегда работал в лучших отелях. Я был уверен, что мы лучше всех. Но мне интересно зайти в холл отеля и посмотреть, как получается это первое впечатление. Здесь я особенно этим сейчас 1,5 месяца любил заниматься. Захожу и смотрю, ага, 5, ну как ты 5, где eye-контакт, где чего, как. Ну, не все далеко выдержали планку, которая есть у 5. Вот особенно тот, не будем называть имена, но заходишь в старую сеть в какую-нибудь, и ты понимаешь, ну, во-первых, старое само по себе здание, и нет этого warm welcome, ты по сути. Я никого не хочу осуждать, но мне кажется, чем крупнее сеть становится, тем хуже она контролирует. Вот именно те самые стандарты, которые должны быть. Чем бутиковее отель, наверное, тем круче он заботится об этом первом впечатлении, о своих стандартах. Возможно. Почему так происходит? Почему отели, которые существуют как мастодонты на рынке, не поддерживают этот стандарт, эту планку? Ну, не все. Я заметил это по одной сети, М. очень-очень крупной, самой Мгм. известной. Наверное, потому что нет у них уже мощей следить за этим, за всем. Возможно. Потому что когда создатель в прошлом веке что-то создал, у него была своя идея, он это контролировал, пока жил, хотел, чтобы это все было именно так, а потом он уходит, остаются вот люди, которые пытаются что-то делать, но, естественно, что-то да не получается. Как ты относишься к людям? То есть ты говорил о том, что ты выбираешь людей по человеческим факторам себе на работу. Мгм. Как ты относишься к тем ребятам, которые просто приходят зарабатывать, но при этом свою работу выполняют блестяще? Вот это вот мне интересно к твоему руководителю. Слушай, я таких не встречал, чтобы они приходили зарабатывать. А если даже такие были, то они долго не задерживались. Ну, потому что если ты... Что такое прекрасно выполнять работу в цехе, да, четко? А что такое прекрасно выполнять работу с гостями? Ты не можешь бездушно выполнять прекрасно работу с гостем. Потому что у тебя нету genuine service, genuine smile. Ну, как ты можешь просто прийти зарабатывать деньги на фронт-офис? Хочу зарабатывать, ну, бэлбоем только чемодан таскать, чай получать. А на ресепшн ты должен быть весь открытый, как чистый лист. Ну, чтобы хотели люди вернуться ради Валеры, ради Паши и того другого, кого запомнят. Кто сделал скидочку, сделал хорошую комнату. Мы же выбираем, по сути, не бренд, не это, человека выбираем. Вот ты пришел только зарабатывать. Чай дай. Понимаешь, о чем я? Да. Что такое среднестатистический гость в отеле? Или есть ли вообще какая-то граница между ними? Трудно ответить на этот вопрос в зависимости от сегмента. Если это leisure, то это среднестатистический, опять же, от локации. Бизнес, travel, leisure, пляж, город, курорт, я не знаю. Ну вот, например, пляжный сегмент. Среднестатистический гость, семья с ребенком, папа, пиво, чпок, рыбку, ням, и на пляж все пошли отдыхать.
Среднестатистический гость, который к отелю относится просто как к месту проживания. А есть, ну ладно, ты про среднестатистических спрашивал. Мы не говорим о тех возвышенных гостях. Что самое сложное тебе далось в профессии? Ничего, не помню. Потому что я люблю свою профессию, я не относился, наверное, ни к чему, что было бы сложно. Честно, не помню, если сложная. Жизнь, она сложная штука, если к ней так относиться. Хорошо. Один из таких контрольных последних вопросов. Мне интересно вообще, как ты считаешь, грамотно ли удается тебе совмещать личную жизнь с работой? Пока удавалось. Грамотно. У меня 2 детей прекрасных, замечательная жена. Мы сосуществуем с работой вместе. Что для этого нужно? Да. Не париться, любить работу. А она из сферы или не из сферы гостеприимства? Она была из сферы, она сейчас занимается декором. А вообще вопрос, ну, то есть у нас в общепите или в сервисе, то есть зачастую проще найти, как сказать, единомышленника. То есть реально, ну, то есть реально это так работает или нет? Ну, каждый по-разному, но да, у меня единомышленник. Мы даже в один и тот же месяц родились. Мы оба девы, 2 задрота. Поэтому мы очень прекрасно сосуществуем. И она порой больше даже на своих праздниках проводит времени, которые декором занимается, чем я торчу на работе. Поэтому я ее скорее жду. Но самое главное понимать, находить что-то новое всегда вместе. Путешествовать, ходить в кино, в театр, чтобы было о чем говорить. Понимаешь? Поэтому даже если ты проводишь 5 минут со своим любимым человеком, эти 5 минут... Про работу разговариваете дома? Конечно. Это одно из тех новых, что происходит. Она о своем наболевшем, она о своем. Но она как отельный человек, понимаешь, отельный человек в любую сферу может принести вот это вот то отельное. И это очень классно. Это вот то самое универсальное, о чем мы с тобой говорили. Угу. Работав в отеле, ты можешь работать везде. Это точно. Хорошо. Есть маленький квиз тебе. Ой. Нужно будет выбрать одно из 2. М. Пешком или на машине? Пешком. Кофе или чай? Кофе. Утро или вечер? Утро. Учить или учиться? Трудно учиться. Достичь мастерства или быть счастливым? Быть счастливым. Деньги или авторитет? Ну, елки-палки, не знаю. Деньги. Растить профессионалов или самому быть звездой? Растить профессионалов. Красное или белое? Белое. Окей. Твое мнение мне сейчас очень интересно. Я как человек выступал на 1 сентября у студентов, меня часто звали. И один случай у меня есть в голове очень яркий. Много сотрудников после этого, оказывается, у меня работало, которые видели меня. Ты бы как профессионал, оказавшись на 1 сентября перед поступившим свежим мясом, что бы ты им пожелал или что бы ты им сказал? Интересно. Не думал никогда об этом. Но первое, что приходит в голову, я бы им пожелал быть самими себями, как некоторые говорят. Четко понимать, чего они хотят от учебы, чтобы это не было просто, ну, вот меня мама там устроила, папа устроил, или еще кто-то, или еще что-то, или для галочки учусь, чтобы они получали удовольствие от учебы. Это самое главное, на мой взгляд, если коротко. А так я бы, наверное, что-нибудь завернул, если бы подготовился, точно. Речь сразу на это. Спикер. Ну да. Так тяжело, конечно. Спасибо тебе огромное за твое время. Спасибо тебе большое, что пригласил. Это было очень интересно. Очень приятно. Но мало, однозначно мало. Сейчас продолжим. Ага.